Буквально несколько минут назад Ангелина Сергеевна, дочь легендарной российской и советской певицы Ларисы Долиной, сообщила трагическую новость о своей матери. Сегодня рано утром в городе Москва к многоэтажному дому, где проживает Лариса Долина, подъехал спецотдел полиции. Один из лучших друзей Ларисы Александровны Долиной, российский певец Александр Панайотов, был без сознания, но все-таки сумел вызвать полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам, но от этого не легче, так как трагедия уже свершилась. Придя в себя, Панайотов смог нарисовать точную картину трагедии. Лариса Долина в связи с проблемами на работе временно переехала из своего особняка на Рублевке в многоэтажный дом на улице Авангардной. Вот уже несколько лет Лариса Долина возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. По отзывам студентов, Долина человек хороший, но больно препод строгий. Однако студенческая любовь – дело ветреное. Еще 2 месяца назад стало известно, что Лариса Долина чисто по-человечески не взлюбила одного студента. По словам Александра Панайотова, парень очень талантливый, но больно своенравный. Но с Долиной он не ужился, и Лариса Александровна отчислила студента за плохую успеваемость. Полиция смогла выяснить и мотив преступления. Сегодня рано утром богиня российской эстрады вместе с Александром Панайотовым возвращались с дня рождения друзей. Саша предложил Ларисе проводить ее до квартиры, но та отказалась. Уже выезжая из двора, Панайотов заметил, что к Долиной подошел незнакомый молодой человек. 37-летний певец сразу почувствовал неладное и пришел на помощь своей учительнице. Поклонники российского певца уже написали в социальном аккаунте: «Александр, ты прекрасен, ты поступил как настоящий мужчина». В ответ Панайотов ответил прямо и четко: «Я поступил как нормальный мужчина». Стало известно, что Панайотов вступился за честь и достоинство Ларисы Долиной. Однако злоумышленник был крепкого телосложения, и силы были явно неравны. Саша отделался легкими ушибами, а Ларисе Долиной повезло меньше. Она была доставлена в московскую больницу с черепно-мозговой травмой. Полиция установила, что злоумышленником оказался студент, отчисленный из музыкального института. Причина преступления, конечно же, месть. Как говорят, студенческая любовь не ржавеет.